Одно из самых любимых блюд моего детства – это куриная лапша. Нудельсуп, как говорили мои немецкие бабушки и тетушки. Впрочем, вырос я в городе чрезвычайно интернациональном, в котором каких только национальностей люди не жили. Но куриная лапша была практически обязательным блюдом на очень многих свадьбах. Будь то свадьбы немецкие, татарские, русские. Первое горячее блюдо – это была куриная лапша. И вот что самое удивительное. Блюдо самое простое. Рецепт на всех один. Но у всех эта куриная лапша получалась по-разному. У одних чуть вкуснее, у других чуть менее удачной. Но все равно оставалось согревающим душу блюдом, которое не позволяло гостям захмелеть прежде времени. Бульон готовили самый простой. Куры, лук, морковь. В чем же секрет удачного бульона? Когда ингредиентов так мало, и когда так мало оперативного простора у повара, то очень важен выбор самих ингредиентов. Разумеется, самый главный ингредиент – это куры. В те советские времена достать магазинных тоже считалось большой удачей. Но особым везением считалось, если кто-то из частников соглашался продать десяток другой своих собственных кур-несушек. Сегодня достаточно пойти на рынок. Там продают кур, хочешь для гриля, хочешь цыплят для гриля. Если поговорить по-хорошему, то непременно продадут и суповую курочку. Как отличить суповую от бройлерной? Ну, во-первых, суповая не бывает такой уж раскормленной. Обратите внимание на длину ножек, а точнее на пропорцию. У суповой курочки ножки бывают длинными. У бройлерной ножки короткие, а тельце распухшее. У суповой курочки киль довольно жесткий. У бройлерных цыплят он еще мягкий. Он еще не набрал свою крепость. У суповой курочки внутри будут залежи жира. И вот этот желтенький жир внутри курочки очень хороший. Впрочем, курочки или подрощенные петушки не имеют огромного значения. Однако, если заглянуть внутрь, внутри этой тушки сохранились зачатки еще не снесенных яичек. Значит, это была дама, несушка. И значит, вот эту железу с хвостика можно было бы и не вырезать. Впрочем, на всякий случай лучше вырезать. Иногда они бывают довольно пахучими. Но сейчас у нас с этой курочкой все очень хорошо. И можно ее отправить в кастрюлю. Вы понимаете, что такое курица для бульона? Это все равно, что заварка для чая. Хорошая вкусная курица, и бульон будет хорошим и вкусным. Но для того, чтобы получился хороший и вкусный чай, надо что? Надо не жалеть заварки. А чтобы получился хороший бульон, надо экономить воду. Не надо лить слишком много воды. Воды достаточно столько, чтобы она едва покрыла курочку. Всплыла курочка. Все, больше не надо. На килограмм курятины 4 литра воды. Это максимум. Это если курица очень хорошая. Включаем нагрев. Торопиться не надо. Большого огня не надо. Пусть и вода, и курочка греются одновременно. Ведь что происходит, когда вода слишком горячая, а курочка внутри еще слишком холодная? Поверхность курочки начинает сжиматься от горячей воды. Раз она сжимается, она давит на внутренние слои мяса, и оттуда выдавливается весь сок. А зачем нам это надо? Лучше пусть курочка остается сочной. Пусть нагревается постепенно. Пусть кастрюля вместе с курочкой дойдет до кипения минут за 20. Торопиться некуда. Это суповая курочка. Она может повариться и 2, и 2,5 часа. И это ей не повредит. В старые времена лапки от кур, головы, шеи, куриные пупки, желудочки, сердечки — ничего не выбрасывалось. Все шло в бульон.
Лапки ошпаривали кипятком, после этого с них снимали кожу, обрубали когти и тоже опускали в бульон. Лапки давали такой навар, что бульон становился просто-напросто липким. А особые знатоки, что вечно отираются возле свадебной кухни, любили полакомиться петушиными гребешками. Пробовали когда-нибудь? О, то еще удовольствие! Но на самом деле подготовка к куриной лапше начиналась еще накануне, когда замешивали тесто на яйцах, когда тесто раскатывали, подсушивали и нарезали. Обычно в бригаду для подготовки лапши собиралось 5-6 женщин и хотя бы один мужчина с очень острым ножом. Сейчас у меня в руке самая вкусная в мире домашняя лапша. Честное слово говорю. Хотите узнать, как я ее готовил вчера вечером? Ну, давайте посмотрим ролик. На килограмм муки достаточно 9 яиц среднего размера. Отделите желтки. Белки для теста не понадобятся. Используйте их для чего-нибудь другого. А вот желтки, именно яичные желтки, и лапшу окрасят в красивый цвет и придадут ей великолепный, незабываемый вкус. Вместо 10-го желтка возьмите 2 полускорлупки воды. Больше воды для теста не понадобится. Примерно чайная ложка соли. Этого достаточно. Размешайте желтки и воду. Превратите их в однородную смесь. Можно влить эту смесь в горку муки и замесить тесто руками. Но если есть миксер, тестомес, лучше и проще использовать этот полезный агрегат. Для моей фирменной лапши я беру муку 2 сортов. Полкило муки крупного помола из пшеницы твердых сортов. Так называемая мука дурум. А вторая половина муки обычная, высшего сорта. Еще полкило. Не надо ждать, пока в миксере соберется комок теста. Он не соберется. Пусть тесто из миксера выйдет в виде золотистых крошек. Вот эти крошки надо собрать руками. Надо сжать их, выдавить из них излишки влаги и собрать в один большой комок. Этот комок теста необходимо завернуть в целлофановый пакет. Пусть полежит на столе часок. Через час подпылите стол мукой и доставайте тесто. Смотрите, каким оно стало. Как дорогой сыр. Разомните кусочек теста руками в ровный круг и начинайте раскатывать. Мне удобнее раскатывать длинной веретенообразной скалкой. Тесто поддается не сразу. Раскатали в одну сторону. Разверните тесто. Начинайте раскатывать в другую. За один раз тесто можно растянуть примерно в 2 раза. А потом следует перевернуть тесто на 90 градусов. Тесто должно получиться очень тонким, чтобы через него руки было видно. Пусть тесто слегка подсохнет. Не так, чтобы крошилось, но так, чтобы один слой теста не лип к другому, когда его будете сворачивать в рулеты. Вот теперь понадобится доска и острый нож. Нарезайте лапшу. Хорошо бы, чтобы ширина лапши получалась примерно такой же, как толщина теста.
растребушите ее. Разложите ровным слоем по столу и пусть отдыхает, подсыхает. Готовится к встрече с прекрасным, с бульоном, который родится только завтра. Я надеюсь, что теперь понятно, что может повлиять на вкус самой лапши. Вкус яиц, вкус муки, которую мы использовали для лапши, качество замеса, как мы раскатывали, как мы нарезали, как мы подсушили лапшу. Но погодите, до лапши еще есть время, а нам пора пену с бульона снимать. Видите, как пены немного собралось. Но пена еще будет, потому что курочку надо повернуть на другой бок. Вот еще немного пены собралось. Уберем и ее, и постараемся убрать лишний жир. Жира будет еще достаточно. Чрезмерно жирный бульон не нужен. Но дело в том, что хорошим вкусом обладают те куры, которые при жизни хорошо питались. А раз она хорошо питалась, значит у нее и жира достаточно, а иногда даже и предостаточно. Поэтому не проблема. Жир всегда можно убрать. А вот от тощей курицы хорошего бульона уже не получить. Некоторые кулинары, да и профессиональные повара говорят о том, что солить лучше всего в конце. Я так не считаю, потому что соль очень медленно проникает вглубь курицы, а ведь курятина тоже должна получиться вкусной. Поэтому посолим прямо сейчас. Оценивая объем этой кастрюли и курицы, я полагаю, что понадобится ложка с небольшим соли. Хороший куриный бульон обладает настолько тонким вкусом, что я не добавляю в него практически никаких специй. Ни черного перца горошком, ни мою любимую гвоздику, ни даже лавровый лист. Вот разве что луковица да морковь. Причем луковицу я буду опускать прямо в шелухе. Грязную верхнюю шелуху мы удалили, корешки обрезали. Вот эта шелуха подкрасит бульон в красивый цвет. Вот морковь бульон не подкрашивает, несмотря на то, что так принято думать. Но морковь придает бульону какой-то особый вкус. Я знаю, некоторые добавляют и сельдерей, и черешковый, добавляют пастернак, чего только не добавляют в бульон. Спокойно. Если курица хорошо питалась при жизни, то ей ничего не надо. В ней уже все содержится, что нам необходимо. Вот морковь лучше нарезать такими кусочками, которыми ее удобно будет опускать в кастрюлю. Глядя на эту курочку, на еще довольно упругие крылья, на то, что шкура на ногах еще пока что не задралась чулочком, я понимаю, что курочке варится еще примерно час. И чем медленнее, чем спокойнее она будет кипеть, тем чище будет бульон, тем ароматнее получится бульон. Не верите мне? А вот проверьте. Попытайтесь отрегулировать нагрев под кастрюлей так, чтобы пузырьки с дна кастрюли поднимались наверх иногда. Вот один раз в 2 секунды. Но самое часто, как пульс на руке. Тык, тык, тык по пузыречку. Интенсивное кипение курочки только вредит. Потрясающий аромат источает кастрюля. Лук, морковка и курочка, которая самодостаточна. Любой может приготовить идеальный бульон без единой специи. Любой. Кроме меня. Потому что одну специю к этому царскому бульону я все-таки добавляю.
И специя это у меня тоже царская. Шафран называется. Да, все слышали, что настоящий шафран стоит очень дорого. Это грамм шафрана стоит дорого. Рублей 300-400. Ну, а 1/10 это грамма. Доступно по цене. Зато посмотрите, во что сейчас превратят наш бульон эти несколько пестиков тычинок крокуса, что и называется шафраном. К шафрану добавить несколько крупинок соли и растереть его в порошок. Так он сработает эффектнее. Знаете, наш бульон и так имеет прекрасный цвет. Но посмотрите, что с ним станет сейчас, после того, как мы всыпем в него микроскопическую долю шафрана. Сполосну-ка я ступку бульоном. Шафран имеет очень тонкий аромат. Человек, не разбирающийся, не сразу-то и поймет. Примерно так же, как с хорошим зеленым чаем. Но когда привыкнешь, когда распробуешь, от шафрана отказаться потом уже очень трудно. А теперь полюбуйтесь бульоном. В Азербайджане, в Иране, в Индии, во многих арабских странах, особенно в Марокко, шафран очень любят. Когда-то любили шафран и в России. Читаешь старинные кулинарные книги о русской кухне, и там используются какие-то немыслимые дозы шафрана. Видать, богато жили цари на Руси. Знаете, вот теперь я могу сказать, что бульон наш вполне готов. Пора отваривать лапшу. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.
Погодите, а вы случайно не подумали, что я буду варить эту лапшу прямо в том бульоне, над чистотой и прозрачностью, которого мы столько работали? Нет, этого делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, на лапше есть мука. Мука замутнит бульон, сделает его клейстероподобным. А кроме того, хоть макароны, хоть спагетти, хоть лапшу положено варить по определенным правилам. Вот здесь у меня весело кипит 2 литра воды. Это означает, что здесь я могу отварить только 400 грамм лапши. Но 400 грамм это много. На порцию 100-120 грамм более чем достаточно. Однако прежде чем варить лапшу, воду следует подсолить. 2 литра воды, значит 2 столовые ложки соли. Это правило. Не спорьте, это правило для того, чтобы получить вкусную лапшу, вкусные спагетти и даже вкусный лагман, который мы с вами когда-нибудь непременно приготовим. Видите руку мою? Ладонь щедрую. Вот сколько в ладонь поместится, столько в тарелке и хорошо будет. Ну ладно, ладно, добавлю еще. Я добрый. Вы знаете, сколько положено варить лапшу? Нет. Спрашивать, сколько варить лапшу по времени, это неправильно. Вот сейчас она всплывет, плюс еще 1 минута. И этого достаточно. Лапша будет готова очень хорошо, очень правильно. Ну вот и все. Готово. Я точно знаю, что готово. Она даже на вид готова. Ну, а теперь самый главный ингредиент – бульон. Вам какой кусочек от курочки положить? Хотите бедрышко? Мясо красное, потому что курочка ходила на ногах. Мышцы наработанные, зато очень вкусные, ароматные, такие как надо. От грудки я тоже не советую отказываться. Конечно, морковка, только ради бога, я вас умоляю, тарелку с такой лапшой никакой зелени. Если чем и приправлять такую лапшу, то только самой благородной и универсальной приправой – черным перцем. Такой бульон, такую куриную лапшу прописывали хорошие доктора старой школы, выздоравливающим после тяжелых болезней. А я, Сталий Ханкишиев, кулинар, говорю вам, ешьте хорошую домашнюю еду, чтобы не заболеть, чтобы сохранить иммунитет, чтобы быть всегда здоровым, веселым и с хорошим настроением. Чтобы, как в той песне пелось, сердцу хочется крепкого чаю и густой домашней лапши. Приятного аппетита, дорогие мои!